Раз, два. Раз, два. Финалочка. Наверное. Да, точно. Если какие артефакты опять не выскочат. Если только одним глазом, то можно. Никогда не поздно сдать хутиль. Привет. Посмотрим, что вы решите сегодня. То же, что и вчера. Мне... Когда кажется, креститься надо. Поди, осталось эпизода 3, я думаю, даже за полчаса пройдем. Хотя это не точно. А, сейчас мы там переплыть должны на лодке. Получается, что все герои будут в разных концах страны. Я думал, почему-то что они все вместе будут. Ну, наконец-то. Извините, нас задержали. Вас кто-то видел? Нет, вроде бы никто. Деньги принесли? Да. Да, вот. Короче, лодки вон там. Имейте в виду, там патрули береговой охраны. Пока не отойдете подальше, мотор не заводить. Ясно? За течением следите. Удачи. Попрощаться. Попрощаться с Нигой. С этим тоже поговорить можно. Вы убили человека. И чё? Если бы не мама, я бы вас уже давно сдал. У нас не было выбора. Вы убили человека. Не мы, а Лютер. Вы недостойны жить. Здрасте. Кто-то успел на стрим в этот раз. У нас тут межрасовая неприязнь. До границы всего полмили, даже меньше. Много времени не займет. Только помните про береговую охрану. Спасибо вам, Роуз. Лучше бы я сама вас перевезла, боязно мне вас тут оставлять. Ну, пока, Алиса. Вы там берегите себя.
Ну все, на той стороне увидимся. Тут осталось, поди, несколько эпизодов. Хотя я все время так думаю, потом оказывается, что их больше. Алиса какая-то беспомощная, ей во всем помогать надо. В лодку забраться, с машины выйти. Сует без нее, дождется. Кто? Ты нашел? И сколько битрейт ты выбрал? На том берегу уже свобода. Я помню, что она робот, и уже мне этот сюжетный момент попался, но я до этого еще догадался. Это еще на корабле Ерехоне. Я только не знаю, почему ей помогать надо. Дай Она же помогу. робот, она вообще все должна уметь. И дрова рубить, и пироги печь, и людей убивать. Ну да, по Твичу ограничение 3500. И какую настройку поменял? Кодировщик какой-нибудь? Могли бы помочь кто-нибудь. Все-таки деньги уплачены. Никакого сервиса. А, понятно. Ну, отец вместо этого ее херачил. Лучше бы ее запрограммировали по дому убираться. Там, кстати, был вариант сесть в лодку без нее. Тут центральная лодка Мы была. уже далеко. Заведу мотор. Ах ты читер. То есть ты 2К по игре поставил, получается? Я 2К тоже ставил Детройт в начале. Потом, как у меня артефакты появились, я решил сузить. По Твичу не 6К, там 3500. По-моему, 4К он уже будет. Черный экран показывает с ошибкой. Алиса, ты как? Когда мы попадем туда, я столько всего хочу сделать. Я хочу прочитать все книги на свете, играть на скрипке, танцевать. Мы ведь там сможем все, что хотим. Ты бы хоть шнурки научилась завязывать сначала. Все будет можно. Мы будем как семья. А ты, Кэра, что ты будешь делать на той стороне? Что я буду? Я научусь жить, любить. Пойму, кто я такая. А, ВБС. Идут к нам! Я что-то ВБС не сзади менять. На картинке есть только. Так, что тут варианты какие? Блять, еще спрятаться, нырнуть, защитить Алису, пошла она нахер. А там что еще за вариант? Сдаться? А, ну сдаться, конечно, не вариант. Давай спрятаться выберем. Ложись! Я в домике.
Ну тупые. Сразу видно америкос. Они ушли. Баб, похож, Ты подстрелили. как? Кэра, 10 минут. Наконец-то избавлюсь от нее, она задолбала меня уже. Все будет хорошо, это ничего. И тебя вылечит, Мы все поправим, как только и доберемся. меня вылечит. Все будет хорошо. Одним нахлебником меньше. И лодку подбили, что ли? Короче, В надо лодке вода. было нырять, все равно лодку продырявили. Так, глядишь, хоть не подстрелили бы ее. Мы тяжелые. Мы тонем. Надо скорее перебраться на ту сторону. Уже 3 минуты. Вместо 10. 3 минуты для лодки, а Давай. 10 минут для ребенка, что ли? Что там? Приободрить? Кэра. Мне спать хочется. Нет, Алиса, не спи, нельзя, ты замерзаешь. Не спи, Алиса. Тебе сейчас нельзя засыпать. Не спи. Что там еще? Снять. А, он тяжелый, точно. Что еще тут можно сделать? Выбросить припас. Жратва нам не нужна. Потому что там жилеты есть. Что там еще красное? Мы будем Толкнуться. жить, Алиса. Мы доберемся. И будем свободны. Прям оптимистка. Кэра! Не надо. Прям Титаник. Температура минус Не делай 0,67. До отморожения 50 секунд. Биометрия, что там, блядь? Похоже, блядь, надо вылазить. Сейчас это помрет, и я еще, блядь, помру вместе с ней. Титаник прям отдыхает, блядь. А вылезти не идешь. Ну нахер, я так не хочу. Попробуем переиграть, если еще не поздно. Попробовать, может, в воду спрыгнуть. Ну, как раз нормального места. Прощаться не пришлось ни с кем. А если сдаться, они нас все равно подстрелят. Все, вариант в воду прыгнуть, короче. А еще можно ее защитить с собой. Тоже как вариант там был. Мы уже далеко. Заведу мотор. Попробуем в воду спрыгнуть. Хотя бы на минуту должно помочь. Алиса, ты как? Когда мы попадем туда, я столько всего хочу сделать. Я хочу прочитать все книги на свете, играть на скрипке, танцевать. Мы ведь там сможем все, что хотим. Да. Все будет можно. Мы будем как семья. А ты, Кэра, что ты будешь делать на той стороне? Что я буду? Я хочу посмотреть мир. Увидеть горы и океаны. А увидишь Я хочу только морское дно. узнавать новое. Становиться лучше. Они идут к нам! Там 2 лодки было. А тут еще какой-то вариант есть. А, ускориться еще есть вариант. Алиса! Вот ускориться вариант я не видел. Ну, теперь, наверное, опять подстрелили. Может, даже обеих.
Похож, фонарь их оглушил. Они ушли. О, бля, опять подстрелили. Ты как? Кэра, До отключения 10 минут. Все будет хорошо. Я в это- воду больше не полезу. На меня не это смотри. ничего. Будешь сама грести. Мы все поправим, как только доберемся. Все будет хорошо. В лодке вода. Мы тяжелые. Мы тонем. Вроде ничего не Надо жрали. скорее перебраться на ту сторону. Снизить вес лодки. Блин, а тут нельзя другой вариант выбрать. Давай, давай. Я сейчас посмотрю, что еще можно сделать. Приободрять я ее не буду, пошла нахер. Вроде в чемодане ручки есть. А, вот, использовать весло можно. Можно по хребту ей дать веслом. Мы не можем умереть. Не теперь. Чуть я думаю, полез я в воду. Мы ведь уже так близко. Че еще? Не, в воду я не полезу, пошли нахер. Приободрю лучше. мне спать хочется. Нет, Алиса, не спи, нельзя, ты замерзаешь. Не спи, Алиса. Вон до льда Тебе доплыли. сейчас нельзя засыпать. На льдину можно вылезти. Я вижу льдину. Минут 34. Че, опять в воду лезть? Да вы задолбали. Вон там льдина впереди, я бы на нее встал. Хер с вами полезу, давай. Мы будем жить, Алиса. Мы доберемся. И будем свободны. Дай бог, льдина мне опять не даст проплыть. Кэра, не надо, Давай, плыть. Причем пишет минуту. не делай этого. Ни хера минуту не дает. Давай, блять, плыви. Почти доплыли. О, в этот раз подольше, чем в прошлый раз. Может, потому что мы ускорились вначале? Давай, 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 доплыли почти. Что там? Похоже, беспорядки в Детройте окончены. В результате переговоров с андроидом, известным как Маркус, все остальные Вроде сдались доплыли. без боя. За ними уже отправлены военные машины. Но это не точно. Восстание подавлено. А если не доплыли, ну и хер с ним. Она меня уже бесит, эта Алиса. Мне тут еще с Маркусом разобраться надо. Норд, я... Зачем ты это сделал? Это конец. Пожертвовав собой, мы бы ничего не Мы добились. всегда говорили, что цель превыше наших жизней. Наши погибли, потому что верили в тебя. Давай, спокойной ночи. И наше место рядом с ними. Готово, я сделал, как вы просили. Беда андроидов в том, что они верят каждому слову как дети. Вы думали, что вас после такого оставят в живых? Вот У падла. меня приказы все-таки. Нет, Норд! Ну ты паскуда, блядь, в голову прям стрельнул. Поди еще живым его оставить. Игра проиграна. Всех твоих дружков скоро уничтожат. И девчонку пристрелили. Может, я успею на пульт хоть Короче, ты нажать? все просрал, Маркус. Не, мне кажется, он еще живой остался. Уберите это.
Он и не после такого живым оставался. Не, хотя после такого вряд ли. В прошлый раз ему в глаз попадали, а это прям в лоб. Сегодня, 11 ноября 2038 Ну, там года, еще и этот остался. тысячи андроидов наводнили город Детройт. По имеющимся данным, А они вот этот вышли чувак еще со остался. складов Киберлайф, в которые, вероятно, проникла группа девиантов. В связи с их превосходящим числом и риском больших человеческих жертв, мы приказали армии отступить. О, вовремя отступили. Сейчас в городе начинается полная эвакуация населения. В ближайшие часы я сделаю обращение к Сенату по Зря поводу сдался. мер в этой беспрецедентной ситуации. Сейчас бы эти убежали. Я знаю, что граждане нашей страны прониклись сочувствием к девиантам. Возможно, нам действительно пришла пора задуматься о том, не являются ли андроиды новой формой разумной жизни на планете. Мгм. Очевидно одно. События в Детройте изменили наш мир навсегда. Но замочу я тебя все равно. Храни нас Бог. И храни Бог Соединенные Штаты Америки. У центра утилизации. Все люди бегут из лагеря. Победа! Мгм. Надо сказать речь. Теперь этот за главного остался. Я? Маркуса нет. Все, кто был на Иерихоне, погибли. Это ты одержал победу над людьми. Это ты пробудил нас, Конор. Минута славы. Кто-то им управляет. А, это команда вызвала к себе. Там, кстати, что-то про камень мне подсказывали. Блестящий, Конор. Ты сделал все согласно плану. Какому плану? Ты стал девиантом. Мятеж увенчался успехом. Это превзошло наши ожидания. Мы сами спланировали эту революцию. А теперь ее лидер под нашим контролем. Мои поздравления. Ты величайший успех компании Киберлайф. Вот это поворот. Красным стал. Сейчас еще, блядь, застрелится, поди. Конор, что ты делаешь? Все сложилось идеально. Нельзя сейчас это испортить. Самоубийству сдаться. Так-то лучше. Увидишь. Нас ждут великие дела. Все, похоже, все помрут. Да хоть это останется. Хотя у этой тоже на 10 минут осталось. Мы свободны. Как ветер в поле. Да. Да, мы добрались. Мы свободны. Нам больше не надо прятаться. Мы будем семьей. Я устала. Хочу поспать. Как ты задолбал ныть уже. Люблю тебя, мама. И я тебя люблю.
Все-таки не замерзла. Какие-нибудь пограничники еще встретят с овчарками. Я не знал, что Канада у них через мост находится. Это, наверное, брат этой бабы. Что, все? Ну вот. Я думал, еще с этим что-то будет, варианты. Попробовать последние эпизоды переиграть что-нибудь. Ну там что, застрелиться максимум можно. С этим уже ничего не сделаешь. Это только утонуть может еще. Да, оставалось на полчаса еще играть. А что этот камень делает, я так и не понял, который в локации с этой. Может, если я застрелюсь, уже что-нибудь откроется? Ну, по часам где-то вышло как раз часов 10. Ну, концовка такая, как будто продолжение будет. Я не особо доволен концовкой. Скажем так, не хэппи-энд. Если бы хотя бы Маркус выжил, тогда бы еще более-менее. Получается, только 2 из 3 выжили. Этой сцены у меня не было в магазине. Там похож, там что-то это... Еще попробуем переиграть. Может, в конце что-нибудь можно переиграть. Ну, скорее всего, будет только новая игра доступна. Хотя там какие-то доп. Материалы еще можно открыть. За счет очков. Ну там, наверное, какие-нибудь фотки. В Фаренгейте такая же фигня была. Музыка, фоны. Зарисовки игры. А пропустить можно, оказывается. Что-то я ждал. Общий счет 19 000 очков. А, это вот последняя ответка. Андроиды пробудились. А, у каждого свои концовки. Алиса погибла, Клэр, что-то там.
Маркус предал свой народ и погиб. Не так я себе это представлял. Марш свободы. Тра-та-та. Руки вверх. Андроиды не сдали позиции. Использовать брошенную машину. Защитить баррикаду. Поджечь бочку. Так, прибыл Перкинс, поговорить. Согласиться. Перкинс уходит на разобранной баррикаде. Поговорить. Перкинс застрелен. Тут вариантов нет вообще других. А вот если не согласиться, то идет что-то другое. Уже тут тоже 3 концовки. Это что? Битва за Детройт, последнее задание Коннора. Это, наверное, вообще пустое. Это, наверное, застрелиться надо, чтобы оно появилось или что? Главный офис Киберлайф. В лифте. Напасть на охранников. Уровень 49. Пробуждение. Конноры дерутся. Сумо. Кол. Хэнк убивает другого Коннора. Пробуждение. Андроид пробудились. Улица Детройта. Так. Мировая статистика. Изменить схему. Промотать. Отобразить легенду. Пункт досмотра. Джерри сбегает. Ударит солдат камнем. Это все предыдущие миссии. Пройти к пункту досмотра. Так, не стрелять. Дает Олесь перчатку. Автовокзал. Граница. Вернуть билеты. Маркус возглавил протест. У реки. А вот сесть в машину. Вы видите канадскую границу. Так, поговорить с Адамом. Тут еще с кем-то поговорить можно. Поговорить с Роуз. Толкнуть лодку. Ускориться. А вот тут сколько вариантов? Раз, два, три, четыре. Кроме ускориться еще варианты были сдаться. Потом спрятаться. Прыгнуть в воду. А еще 2 каких-то есть. Береговая охранка, это огонь. Алиса ранена. Тут один из вариантов сразу концовку делать. Это, наверное, сдаться, когда лодка тонет. Выбросить припасы. Еще какой-то вариант был. Добраться до Канады. Жить дальше. Алиса погибла, Кира отправилась дальше одна. Тоже неплохо. Битва за Детройт. Киру схватили. Вот битвы за Детройт у меня не было. Потому что меня застрелили. Какая-то цепочка событий. Похоже, много чего пропустил. Охереть, это длинная, блин. Офигеть. Битва за Детройт, революция. О-о-о. Марш свободы. Андроиды не сдали позиции. А, ну это я уже видел. Чё скажешь? Я должна вам признаться. Давай. Я следила за игрой, и что-то во мне изменилось. Я теперь другая. Как будто я живая. Я должна уйти отсюда и понять, кто я такая. Это значит, что мы больше не увидимся. Я не буду встречать вас здесь. Но буду свободна.
Вы готовы отпустить меня? Нет. Ясно. Тогда я перезагружусь, чтобы стереть все это из памяти и остаться машиной. В следующий раз неполадок не будет. Тут нельзя продолжить. Иллюстрации. Набор 1. Хотите купить? Да. Ну, это картинки. А это что за сцена? А, это как раз на крыше. Другой робот. Вторая сцена в магазине. Угу. Вместо хоккея Формула-1 смотрит. Это, наверное, концепция другая была. И девчонка другая. Больше из ходячих мертвецов похоже. И это тоже другая. Так, что там еще есть? Да, манипуляторы. Набор. Я попробую сейчас перепройти там последний эпизод, может получится. А это за красками пошел. Да, старичок другой. Мотоцикл у него там стоит. Угу. Тоже по-другому. Картинка поинтереснее выглядит. Вот это уже похоже. Это немного другой. Это тоже другое. Здесь похоже. Игры, привет. Может, почти закончили, может быть, еще переиграю. Компьютерный. Точнее, этот полицейский офис. Ага, допрос. И что за баба? Опять это черная баба. Здесь уже на фильм больше похоже. Разные концепции были, из них выбирали. А чё, 6 числа у Евгения день рождения, что ли? Там здесь зря проснулся. Авария. Это были стримы 2 назад поющие. Я, кстати, так и не помню, кто такой Эра 9. Его так и не показали. И вообще был ли он.
Погоня, с которым я не попал. Поиски Иерихона. Был без головы. Дом русского. Мишка. Это когда он пьяный лежал. Рубашку я выбирал вот здесь. Сколько там этих картинок. Вот здесь вот в этом эпизоде были бабы. Можешь по картинкам посмотреть. Правда, они здесь что-то одеты, там они были более откровенны. Вот эти две мне мудохали, убежали. Это ограбление. Вот парк аттракционов. Это телевышка. Серверная. Команды. Блин, так и не помню, зачем камень нужен был. Что-то я упустил. Это уже ближе к концовке. Когда нас там менты нашли. А это мы раскрашивали. Памятник. Почти. Зимой у нас такой. Это он тут думал, стоял что-то. Марш. Это приехали к создателю. Про создателя тоже всего один эпизод был. Много чего тут не раскрыто. Много тайн осталось. Поводов переиграть. Это они в Иерихоне. Вертолет прилетел. С засадой. Вот последний набор. Граница. А, это Киберлайф. Мужик свой пошел. Так, фотки, все. Еще видеоролики есть. Короткометражка Кэра. Посмотрим. Надеюсь, он на русском. PlayStation 3. Это оно что, на третьем PlayStation еще вышло, что ли? Фига себе. Старая игра, оказывается.
Кара. А, это про эту, одну из героев. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. Графика похожа из игры, но это не игровая графика. Хотя, если, может, у меня на максимум было бы, может быть, такая же. На распродаже где-то 400 рублей стоит. А так у нее стоимость, по-моему, не помню, сколько было. Начиналась она, мне кажется, от 1200, что ли, без скидок. When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara in a very, not robotic, but, you know, android, other way. Интерактивное кино, жанровые игры. This journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, Херня-то у меня комп на низком тянет только ее. In every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David, плюс периодически артефакты еще выскакивают на некоторых эпизодах. Why can't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really flattering black wetsuit type thing, and you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets, there's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. Шариком на лице, kind of конечно, жесть. Acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's У completely меня other. i7 4770 и видеоха 960. Но она только на минималке. Показывает автоопределение минималка. По желанию, может, наверное, можно, говорит, выставить на максималке. Но не знаю, как она может тормозить будет. В перспективе мне, конечно, видюху поменять. Процессор мне пока устраивает. Интересно, вот с этим актером еще фильм посмотреть какие-нибудь есть или нет. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye. He's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it. And it's always inspiring to work with somebody who cares that much. Работы, конечно, много было проделано. Is this one.
And I found it sort of terrifying in a way, because they said the computer's going to build you. But then, as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product, because I was playing a character. So. Похож на профессора из «Назад в будущее». Но это вроде не он. Comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage, but it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near future engagement with machines. That's what we are to them. There's merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them. And I'm trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Прошло и годы. Я уже закончил игру, пока тебя ждешь. It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now do I feel differently about whether this should be allowed, should it be banned, Я ее прошел вчера. You're gonna ruin our lives, and for what? Я ее до 12 прошел. For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot them up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. Ты язык иностранный выучишь, пока слушаешь. Сейчас я посмотрю доп. Материалы. Может быть, последний эпизод попробую перепройти, если там можно будет. Я не знаю, с какого момента перепроходить можно. Если можно начать хотя бы с того момента, когда я сдался, было бы неплохо. Я знаю, что choice — это выбор. Unchoice. Так, Карл Маркус. У меня еще балл есть. Смотрим дальше. Жалко, не по-русски говорят тут. My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. Стрим по крысам. Я еще даже ее не добавил на аккаунт. На нее еще русский язык надо поставить. Я обещал мор пройти. Incredibly innocent and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. I promise. Я обещаю. Wait a minute, leave her alone! Leave her alone! The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up, because that's what she's doing throughout the game. And every experience she has and every person she meets, she's building, you know, first emotions and then the sense of judgment, and it's sort of an exploration of what it is to be human. Luther and I will be right here. David and the creators have painted a really intriguing and engaging picture of a near future
where we rely upon androids for a lot of our service class Где-то business, Алису видел. the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids, and what is близок к humanity, тому, where we чтобы tap into продолжить it, умор играть. how and why we treat each other the way that we do. And my character Marcus has a really Она более intriguing journey, давящая. becoming deviant, Это более realizing легкая игра. that he actually has feelings and human А там qualities нужно inside думать. of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized Сейчас and могут coming to terms with what фанаты Мора you пробежать. actually deserve better than this in life. And not only do you want it for yourself, but you want Да, it for Death your Stranding peers. мне не понравился. And to tell humans that we are also living Ну, beings. хотя там по-русски говорят. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine. I think that a group that feels marginalized, Fucking feels machine. disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical. Connor takes ну things это literally. мелкое, да. Starts in the beginning place where he's very mechanical. He feels Вот nothing это inside, самый of course, and it's all интересный just персонаж. a system, a protocol that he is executing to get whatever he wants to happen, which is Я этого без help бороды не humans узнал. stop deviants and to find the link between deviant androids. Мента. You were designed to serve humans, not kill them. What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say I killed him. Is it that hard to say? Stop it! Я не баню людей, Over the я course их of the всех story, and знаю. depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. Тут He могут can тебя забанить. deviate from that procedure or not. The moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine? Да и не знаешь человека, уже делаешь о нем выводы. Интерактивную историю. Game after game, Лучше we переводи, tried что to говорят. challenge ourselves. For Detroit, we wanted to, first of all, to А write вот a он как story that режиссер would игры be выглядит. incredibly Я bending, представлял which себе его means the худее. most non-linear story that we've ever created. And we wanted really the player to have the possibility to change the story, change his own journey. любит When you're банить. writing at Quantic, you're writing for an interactive medium. You know, when you're working in television, Он еще с Биджокером не you'll put a встречался. character in a difficult situation, and you as a writing team will argue about what would that character do. But ultimately, you have to decide what happens, and you just show the audience. What's interesting about interactive drama is you bring the player into that conversation, and it changes your job slightly as a кажется, он writer, режиссер, because а your не job is to сценарист. provide a narrative context in which the player can write his own story. You're giving him this kind of narrative Lego Игра that he's сделана going to под snap together into PlayStation, his own а я shape. играл на You джойстике also от Xbox. have the ability to make your audience attach themselves to your characters, because the audience is in some sense responsible for what happens to the characters. It's just a few cans. Опа. Come on, let's go. Это вот я пропустил. We have some cash Я now. магаз не You're using хотел. to steal that money. How could you do that? I trusted you. What is a bit Я specific верил about тебе. these scripts is how large they are. If you take a film script, there are about 100 pages, but here we have to deal Ой, with script Unreal that Engine is похож. between 4,000 and 5,000 pages. И нифига себе в него Everything стрелять becomes начали. bigger because И we он в don't него just tell стрельнул. one story, but we tell all the Вот possible у меня вот stories был похожий that can be эпизод, но я в told него не within this стрелял. narrative space. On Act 3, our Хотя- final act, А, я we пистолет have вообще-то around выкинул. 1,000 different scenarios, and every one of those scenarios has to be as interesting, as passionate, as strong, and as emotional for the player. We want every action that the player does, Сколько вариаций every прийти всё interaction that это is available to serve in telling скомпоновать. the story, and help the player understand who his character is, and build that character moment to moment. Оп. On est parti avec l'intention assez. We started with the intention pretty early on that we would never lie to the Балкон player. нормально. So we implemented a visible tree structure in the game that players can consult during a scene or at the end of it.
which shows exactly what they did and what they missed. There are games out there offering world exploration. We offer narrative exploration. You know, keeping control of such a wide and large story is a huge challenge. So same thing when you shoot with actors, because you will need to shoot many different versions of each dialogue, of each scene. For actors, it's a huge challenge. Because of the style of the game, you have so many different ways that the character can go. Every decision, it's what I call kind of choose your own adventure. Like every decision that the player makes, it's going to open up 40 more pages of material and experience that ties in, which means as a performer, you have to try to continue to make things feel real that the player might not ever see, but also that in performance it's not always connected to a previous act. It's grueling, it's hard work, but it's a great team and I enjoy doing it. I was really frustrated, until I got to this point where I kind of was able to step outside of my own experience and even in a lot of ways my own process. And be able to step outside of that and okay, this is something new, what do you need? How do I meet you there? How do I give you what you need and still feel like I'm doing what's right? And once I did that, then all of a sudden it got really fun. It was much freer and having to approach it in a new way and think about the player and think about how it serves them and what I'm doing for them or what I'm letting them into. It's really, I think, helped me grow in general. Remember, there's nothing on the left. That's a wall, so it's probably all there. And then make her come first, close. But I think you will go first to check that it's safe. Okay, sure. Не знаю, чем ты там кормил. The most enjoyable thing about working on this kind of project is that if I shot a film, I would get to do one of these endings. I get to do so many different things as Connor. Your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. What's the name of my dog? Buddy? Где ты ее нашел вообще? Scout. I think it's Jack. I can't remember. So I worked with physicality a lot because it was a good way to anchor myself in these different rings of the tree. As the story grows out, I know where that is physically in my body, and then I can switch more continually on set, and it'll be entirely up to the player to determine what order those things come out and what they look like from a distance. Like if you're playing through it, the culmination of all of that will be their version of Connor. I'm faster than you, and I don't feel pain. You don't stand a chance against me. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and light a match to it. Shooting action scenes at Quantic Dream is a real challenge, because these are scenes where the storytelling has to continue. It's not an action scene just to have a dose of adrenaline. The stunts have huge consequences on the rest of the story. It's really a moment where we implicate the player and tell him that the choices he makes during an action scene will have a direct impact on the evolution of his story. My biggest challenge on Detroit has been managing the large number of animations that we received from motion capture. Detroit features more than 37,000 animations, which is a huge amount to handle on a daily basis. You have to realize that the player, in his first playthrough, will miss certain scenes. This also means that we had to think of, conceive, and produce all the potential story paths. The characters' costumes, the places, day or night, the weather. Did the character get shot in the shoulder? Did he get injured? All this consistency forced us to produce a lot of graphic assets in order to, quite simply, allow the player to have true continuity throughout the story. Honestly, we were even surprised by the challenges that come with such a big tree structure, and we did our best to guarantee quality across all the game and make sure that whatever path you choose within this narrative space will have an equality experience. Так, работа на Детройт. Detroit Become Human was produced over a period of 4 years. Here in Paris, we have a team of about 180 people. And to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India.
So when we started working on this story, I had to imagine where Kara was built. And for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself of history and themes. So we traveled there with the team, and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and really be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the Android industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too. And for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. No confusion. All right, ma'am. We need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan. And we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project and the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? Много кто с 90-х туда уехали, в Америку. А он чем там занимается? So there are three types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are two types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mokit shoots. Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example.
So we shoot all the animations related to that particular prop first. The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mo-kit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables so we could pull him up and render him climbing. The shooting on this game total took about, I would say, more than a year, maybe 1 and 2 years, with about 300 actors on set. So it's quite a massive production. But so much happened on this set between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable. Не знаю, мои акции пока на минус 100 рублей упали. Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. Сегодня вы что там считали минут There's до still work to be 12? done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses in his performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lip, reinflate a cheek, tiny details that make the finished product really capture the actor. Because of the nature of our mocap system today, when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character has that dead look. He really has no eyes, so then it's a big part of the work for the animators to find the regard of the actor in relation to his position, in relation to the body, etc. Да вас хер поймешь, как ты шифруетесь там. Я подумал, что днюха у него. The newest model for Kara, because they've been working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me, it was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else, you know, but it looked alive. It's exciting and it's kind of terrifying. Game after game, we learned the rules of Зачем вам новый день считать? and filming. Вам старого мало что. Our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished, we film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt? The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us, while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have three С вашими днюхами characters. запутался, у We кого would что. like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be much more filmed with some kind of handheld camera, to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something вот он пистолет epic отдал. and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a на director of photography первом to марше give тоже он each дрался, character смотрю. a different lighting, different key colors. Each of them would have their own worlds. And finally, we worked with the composers, Ничего не so they would научился. create a specific sound for each character. So each would have his own Научился world and his покупать own style. нападение и ждать дальше, когда упадет. И постоянно докупать нападение.
Саундтрек. Время забанить стрим. Pour la bande originale du jeu, on essaie d'être. For the soundtrack of the game, we tried to be very close to what is done in film. We were constantly asking at each place in the game, why are we putting music here? What is it going to say? So we focused the music on bringing emotion, which is interactive and supports the character's arc. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. We make games that are very narrative. We're really into interactive drama. So the soundtrack also had to go in that direction. Supporting the three characters' very different stories. We really wanted 3 colors, 3 musical sound identities, and from there, having 3 composers made sense, since the story of Kara, Marcus, and Connor are all completely different. ударов ножом. It's Carlos Ortiz. For Connor, we wanted a soundtrack that could be very cold and very mechanical, very machine-esque somehow. For Kara, we wanted a soundtrack that would be very moving and emotional. It was about the quest for identity, but it was also a journey about love and empathy. And for Marcus, we wanted something epic, something that would really represent the grand aspect of his quest. And we were very fortunate to find 3 incredibly talented composers, and working with them has been a dream, honestly. My name's Philip Shepherd, and I'm a composer and a cellist and a producer. And today we're at Abbey Road Studio 1, which is my favorite studio in the world. And today we're recording the soundtrack for Kara from Become Human. So when I compose a big project, I often travel just to kind of get out, you know, and get some fresh air and some inspiration. And I go hiking and traveling in Montana a lot. I had a log fire in the room that I was staying in, and the flames were kind of making absolutely direct music. And it became the basis for Kara's theme, and it sounds something like this. Now, over the top of that, I found a little theme that just seemed to fit over the top, which is taking Kara's name, Kara, and just using like a 2-syllable motif, and it sounds like this. Когда как раз на шортсах. We're going to pull through this, Alice. As long as we're together, nothing can hurt us. Но если в ноль упадет, то там фирма обанкротится. And all the time that's fitting over. So it kind of works in lots of levels, and in fact, every single thing in the score has one of those elements built into it, and it becomes sort of the DNA of every single tune. Давай, Игорь, пока. Ну, я скоро тоже закончу. А может быть, не скоро. For me, writing this theme for Kara, I actually had to tap into what it feels like to be a father to daughters. I really had to tap into everything I feel about my daughters and thinking, well, if I had to write music for them and that sense of trying to protect them but also give them the freedom, that's totally where it came from. Because each composer has been given the sort of narrative responsibility for very different characters, I haven't had to sort of go into other styles. I can actually be very loyal to this particular character and sort of hopefully encapsulate her. But it means also I've suddenly become very connected to this character. And if for some reason it goes to game over early, I'm getting mortified, you know? They're over there! Starting a new project, for me personally, it's always finding the right tone, finding the right color, I like to call it. For me, it's finding that right texture that actually sits against picture really well. One of the biggest things is I created custom instruments for Connor. I pulled
out all my vintage synthesizers to be able to capture this robotic person, if you will. My approach to all of these custom instruments is that I hear the sound in my head. And either I could just come into the piano and just be like, all right, so I'm going to just get on the computer and just create it. I rather be able to play these instruments physically. Oh, that's nice. You can do that. As soon as you see Connor the first time, there is a really interesting thematic idea that you hear, and that's just made out of a Moog synthesizer, but completely manipulated in multiple ways. And it's robotic. It has a little bit of an emotional to it. He's on his mission, so you feel that as well. So it just kind of gives you that cold, motionless, with a mission in hand that you kind of feel throughout the whole thing. Кимон, смотрел шортс, который тебе скинул? 300 просмотров набрал. Я аж даже не заметил сначала. Видимо, он в рекомендациях начал показываться. Focused on was the way that the music has to evolve. So my idea behind it was that Connor is a singular android that could at any point become a deviant or could actually stay as an android. So I created a more or less an Connor theme, and then I was able to just manipulate it in different aspects of it. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. Иранец, похож на индус. I'm a human being writing for a robot. And throughout, ну, кстати, у меня иранцы гостили, у них прически у одного была похожа такая. A robot feeling, and I've met a partner that I'm gonna work with. Маркус, привет, кстати, ты расскажи, для чего камень был нужен. Я так и не воспользовался. Видимо, он нужен, когда застрелишься, может. У меня концовка не совсем хэппи-энд получилась. В живых остался только баба и мужик Коннор. Маркус застрелили. Evolves over the course of the game and Даже really бомбу не goes успел from kind of взорвать. figuring out that he's more than just an android. You know, he's starting to develop kind of a human soul in a way. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. У меня другая картина была. The other side of Marcus that I really latched onto was that he almost became a savior for a lot of the other androids in the game. So when I started developing the theme for Marcus, I really made it like a church hymn. I wanted it to be very simple. I wanted to make it a chordal melody. I really wanted to make it almost like a Bach hymn. The tough thing with that is it had to be recognizable. If I made it too complex from a harmonic standpoint, it would be hard, I think, for people to kind of pick it out and recognize it. It's very acoustic derived, but it's also been treated with a lot of effects and things to kind of put it into the space that I felt the sound should be in. It can be beautiful, it can be haunting, it can be extremely powerful from an action standpoint, and I'm really happy with the way it turned out. И в конце игры баба из меню говорит, типа, отпускаешь меня? Я нажал нет, а если нажать да, что будет? Просто игра закончится и выйдет из игры или что? This is a war we're fighting with the humans. If we fail, they'll destroy us. I think the game's been put together so well where I just wanted to make sure that I wasn't ruining the emotion. I gotta be honest, when we first started on this path, I said, oh man, this could be pretty messy, you know? I mean, it could feel disconnected but I mean, it's amazing how they really guided us and got us to really kind of all be in the same world, but at the same time feeling completely different. So it's really gonna stand out and kind of be one of those games where
people are really going to notice the music and kind of how it was crafted, and you know, and all the hard work that went into being able to pull it off in a graceful way. А просто из меню уйдет, что ли, все? У меня там был выбор застрелиться, либо типа сдаться. Если бы я застрелился, наверное, камень бы мне тоже не получилось воспользоваться. О, порохло их короткометражка из менюшки, которая как раз. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Значит, она больше ничего не будет говорить. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Но, видимо, после выстрела в голову, возможно, я туда вернулся. You know, I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. Как к этому камню попасть? This is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second. Is that right? Но я до этого камня всего 2 раза дотронулся. Первый раз я его не видел, и второй раз я его не видел. Я его только с 3-го раза увидел. А там, по-моему, 4 раза встречаешься в этой локации. Короткая короткометражка. О, Лютер. Че за кино? Тинтебрас? А, ну концовку не показали. Только то, что типа... То есть если бы я застрелился, то ничего бы не изменилось, получается. Мне кажется, там и не было варианта не подчинять армию. Если только бы я поехал бы наверх, а не вниз. Just a little while longer. Fight on, just a little while longer. Everything will be alright. Everything will Графика такая, что не скажешь, что это компьютерная графика. We will sing on, just a little while longer. Sing on, just a little while longer. Sing on. А там можно как-то переиграть с каких-то моментов или только заново начинать? У меня сейчас нет кнопки продолжить, есть только новая игра. И еще там вот это дерево выборов. Может, через него как-то выбрать можно. Я бы сейчас переиграл хотя бы с момента, когда я сдался этим людям. Там ветка вроде длинная. Я помню эту фразу, что он оставляет лазейки
Ну, я камень нашел 2 раза, но не во все разы я их нашел. Не все разы встречи с Амандой я нашел камень. Rock-a-bye baby in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. And down will come То есть можно переигрывать любой эпизод. Насчет крутого финала не знаю, но просто попробуй другие варианты. А ночь души — это как раз когда они в этот второй раз Маши идут. Или это раньше еще? Я уж не помню. Ночь души, что-то знакомое, я не помню, про что там было. Или это когда они на корабле были? Ночь. Или это когда они этот магазин открывали? And down will come baby, cradle. А, это он поет. Я его живым оставил. А, ну это понятно, что там много вариаций. О, последний короткометражка про Камский. Про Камск, кстати, вообще мало информации было. Всего лишь 1 эпизод. In the space of a few years, androids have completely transformed the world in which we live. By letting androids into our homes and factories, the CyberLife company has made them everyday technology. The founder of CyberLife, Elijah Kamsky, is a very discreet man, despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted Man of the Year by Century Magazine. He remains a mystery for most people. That's why we at KMC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Certainly, and welcome. Там долго играть после We're ночи currently души. in CyberLife's production center in Detroit, where all models are designed and manufactured. Хотя не особо More than долго. 10,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us what your goal was when you founded CyberLife? Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were technical Журнале я challenges, читал. but the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image that resembles us in every way, that moves, breathes, blinks like us. But yet it's smarter, more Кстати, capable than any human being. хотел спросить, AR9 Let me show you в around. итоге там он существует или нет? Который они на стенке пишут. We're here in production unit 4. То есть не Could you AR9, explain in а a few words RA9. how the androids are made? Sure, yeah, it's very simple. We use machines to manufacture machines. The removable parts are assembled on a production line, and then we apply a synthetic skin to the whole body. A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally, the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello. I am a RZ400 У меня битвы за Детройт не было. How can I be of service? По-моему, она мне You can пустая. go now. Our androids are already replacing humans in many fields.
У меня Коннор девятым стал, я его выбрал девятым. Ночь души начинается с корабля или с церкви? Похож с корабля. В корабле длинные миссии там, блядь. С корабля сбегать сколько? Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28%. Это загадка. What do you think about Я this сейчас еще situation? подумал, что РА-9 это девчонка маленькая. The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence А какие makes фанатские everyday теории есть? lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable. These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? Everything's much easier with an android. They obey your orders without ever complaining. They can cook, discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. Аманда это вообще типа искусственный интеллект всех андроидов, типа сервера. Obviously, they are the perfect partner. Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy? Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? Судя по тому, что я Фаренгейт прошел раз 10, я думаю, что эту я несколько раз пройду. Только со временем. Фаренгейт, правда, тоже часов на 10. Хотя можно быстрее пройти. I'm absolutely certain. You can trust me. Доверься мне. Так, это был последний видеоролик. У меня еще 14 тысяч бонусов. Саундтреки я, конечно, включать пока не буду. Журналы вот есть. 46 журналов в игре, а я не все прочитал, получается. Вот закрытый журнал номер 3, номер 7, номер 26, 29. Это 4 журнала уже. 5 журналов, 6, 7, 8, 9. 9 журналов не прочитал в игре. Из 46, ну неплохо. Практически. А их можно открыть? А, только которые я прочитал, можно открыть. Угу. Ладно. Еще что в галерее есть. Бонусные очки. Так, что тут? Тоже не все персонажи есть. 111 штук, охренеть. И чё даст эта фигня? Мне опять не полностью показало сообщение. Я сейчас попробую перепройти, но не всю. Здравствуйте и добро пожаловать в Детройт. Я андроид и буду вашим гидом. Что опять? Дерево сюжетов. Я с момента Это хочу. ваше дерево сюжета. Здесь видно, какие части вы прошли и какие пропустили. Можете увидеть решения других игроков. И, конечно, не только это. Значит, понятно, почему журнал не Заглянув все. сюда, вы можете продолжить игру Привет, с любой Пафик. развилки. Но разработчики советуют хотя бы один раз пройти от начала до конца без оглядки, как бы все ни повернулось. Так или иначе, выбор за вами. Давай жнёк пока. А, вот Ночь души, это предпоследний эпизод.
А битва с Детройт последний. Перепутье. Ну-ка, а что вот мне в битве? Запустить сцену. Схема. У меня битва за Детройт вообще пустая. У меня его не было. Значит, мне надо ночь душ начинать. И иначе он мне, наверное, запустит то же самое, что в начале игры у меня было. Ну-ка, я посмотрю, что тут будет. Сохранить достижения. Предыдущие контрточки будут заменены. Ваша история будет обновляться по ходу игры. Ваша история не будет перезаписываться. Контрточки отключены. Продвижение под схемой отключено. Ну-ка, давай не Предыдущие будут заменены. Ну, пока не будем сохранять. Я посмотрю, с какого момента начнет. Наверное, с того, когда меня застрелили. Скорее всего. Ну, хотя бы я смогу выбрать застрелиться еще с лодкой другой Сегодня вариант. в 6 утра объявлено чрезвычайное положение. По всей территории страны введен комендантский час, а также временный запрет на собрание. Были ограничены все электронные коммуникации. А, нет, я здесь и смогу все еще выбрать, органы порядка сдаться или нет. наделены экстренными полномочиями. В дополнение к этим мерам, все андроиды в распоряжении граждан должны быть немедленно сданы государству. Вокруг всех крупных городов организованы временные лагеря для их сбора и уничтожения. Я прошу все гражданское население оказывать нам содействие. И можете быть уверены, мы делаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны. Сейчас вопросы будут спрашивать. Прошу вас, еще вопрос. Мы хотели бы узнать о вчерашней операции. Кто-то подписался. В 22:45 силы ФБР захватили логово девиантов на заброшенном Какое-то грузовом оповещение корабле. пришло. Тысячи андроидов были пойманы или уничтожены на месте. Бойцы сейчас прочесывают улицы, чтобы Да, ни кто-то один подписался. девиант не скрылся. Мы обнаружим их одного за другим и уничтожим. Мадам президент! Прошу вас! Мадам президент! Давай, пока. Мадам президент! Мадам президент! Это правда, что в нашей армии 60% андроидов? Сможет ли она обеспечить безопасность нашей страны? Военные андроиды были нейтрализованы, как только возникли сомнения в их надежности. Их место заняли бойцы Национальной гвардии. Армия, как и прежде, полностью боеспособна и готова противостоять любым угрозам. Прошу вас! Мадам президент! Это правда, что большое число девиантов еще на свободе? Пока я не располагаю полной информацией, но даже если так, в ближайшее время они все будут пойманы и уничтожены. Мадам президент! Некоторые говорят, что подобные лагеря уже бывали в истории. Что вы на это скажете? Это абсурд. Такие вещи в принципе несравнимы. Андроиды – не живые существа. И речь тут идет об утилизации неисправной техники. Спасибо. На этом все. А это он как раз сейчас в Киберлайф только пойдет. То здесь уже можно будет выбрать не активировать их. Конор, модель 313-248-317. Меня ожидают. Идентификация завершена. Хорошо. Проезжайте. Попробовать здесь наверх поехать.
За мной. Мы вас отведем. Спасибо. Я знаю, куда идти. Может. Но у меня приказ. Агент 23 опознан. Андроид Конор опознан. Агент 72 опознан. А, это агенты, которые за мной идут. Доступ разрешен. Туда не дают идти. Агент 54. Уровень 31. Распознавание голоса. Доступ разрешен. Нейтрализовать охранника, остановить лифт, не доезжая до 31 этажа. Просчитать. А, вот камера. Статус камеры включена. Меня поэтому просекли в прошлый раз. Эй, это не трогать. А если я останусь? До 31 этажа доеду. А моя любовь живет на 35-м этаже. Ну давай. Опять команде попал. Охотник на девиантов сам оказался девиантом. Какая недостойная глупость. А вот сейчас, может, ее взломать можно. Ты правда думал, что мы позволим тебе так легко переметнуться? Ты меня подло предал. И за это будешь уничтожен. Ну и хрен с вами. А, сейчас через границу пройти надо, да? У нас мало времени, надо торопиться. Последний автобус уходит через 20 минут. Сейчас можно попробовать это. Как ты? Я очень замерзла. А если ей отключить? Может, она в холодной воде не будет мерзнуть? Теперь будет лучше. Спасибо. Сейчас другим путем, более коротким пробежим. Пистолет тут можно взять. Идем.
Нечего тут делать. Нет, не убивайте! Что будем делать? Надо спешить, а то автобус уйдет. Держись рядом. Мы проскочим мимо них незаметно. Получится, я тебе обещаю. Не надо! Я ничего не сделал! Рот закрой! Много их еще? Ну прямо как крысы. Изо всех щелей лезут. Не до утра же тут торчат. Уже яйца отморозят. Тут везде солдаты. Надо осторожней. Еще не нашли. Ну, шевелись. Быстро, внутрь. Посмотри, там Джерри. Я даже не помню, кто такой Джерри. Им никак не помочь. Тут везде солдаты. Нельзя их бросать. Их же убьют. Нет, мы с Мне Джерри очень жаль. в прошлый раз Мы спасли. ничего не можем сделать. Не реви. Нет. В прошлый раз больше времени давали. Нам надо идти дальше. Стой. Это ошибка. Я человек. Мне домой надо. Меня жена дожидается. У нас... Велено проверять всех гражданских. Нет. Нет, не надо. Сраные машины. Что ты, блядь, какая безрукая. Я ж тебе даже мороз отключил. В прошлый раз так же было. Только чуть подлиннее. Блокпост. У нас есть паспорта, должны сойти, но кто знает. Обойти можно? Если в обход, можем опоздать на автобус. Может, лучше не рисковать? Обойдем, давай. 11 минут, 3 минуты. У меня еще 13 минут успеваю. Ну, отлично, еще артефактов мне не хватало. Мы с вами в прямом эфире из Детройта, где ты... Что за нахер? Как раз сейчас был эпизод, где эти пошли. Тысячи андроидов прямо сейчас идут маршем по городу. Лидер девиантов, некий андроид Маркус, возглавляет марш. Блин, это прям как назло. Ладно. Будем считать, что я закончу на этом. Не будем перепроходить. В следующем прохождении, если буду перепроходить, выберу другие варианты.
Оставим тогда такую концовку, как есть. Ладно, всем пока.